В жанре айдол игр чего только нет. Развивай небольшой городок, контролируй расходы, чтобы на счета хватило. Копай огромную яму или можешь вообще отправиться на рыбалку. Это уже 5-я часть, где я тебе расскажу о проектах, в которых айдол механика одна из основных. Всем здрасте, с вами Настя. Важная инфа и погнали. Стартует новый розыгрыш ключа, и в этот раз я приглашаю всех на наш сайт, где ты найдешь много интересного про игры. Условия и правила проведения я озвучу в конце ролика. Участвуют все подписчики с ВК, Рутуб, Дзен и Ютуб. Hearth and Hamlet. Начать ты можешь буквально с костра и палатки, а закончить огромным городом с замками, рынками и академиями волшебства. Ты распределяешь рабочих, следишь за притоком еды, древесины и магии и постепенно наблюдаешь, как маленькое поселение превращается в настоящее королевство. Основной геймплей построен вокруг постоянного роста. Ты возводишь здания по фиксе, увеличиваешь запасы ресурсов, нанимаешь новых жителей и открываешь исследования. Со временем появляются церкви, укрепления, алхимия, магические академии и более продвинутые технологии. Можно прокладывать дороги, развивать торговлю с далекими странами, добывать золото и создавать новые районы. Когда община разрастается, приходится заниматься законами и политикой, вводить налоги, создавать городскую стражу и следить за счастьем жителей. Довольное население дает бонусы к производству, а запас еды помогает привлекать новых людей. Плюс мир не совсем безобидный. Поселение приходится защищать от монстров и налетчиков. Интересный факт. За 2 дня после релиза в игру сыграли 50 тысяч игроков. Игра создана на год соло-разработчиком, параллельно основной работы. И попала в число заметных проектов на Medieval Fest. А автор отдельно уточняет, что генеративный ИИ не использовался для графики, ассетов или игрового контента. AI-инструменты он эпизодически применял лишь для проверки текста и помощи с отладкой кода. BIOS must be paid. Короткая инкременталка про весьма жизненную проблему. Денег нет, а счета оплачивать надо. Чтобы выбраться из долгов, ты разбиваешь молотком копилки, и каждый удар расходует выносливость, поэтому бесконечно махать им не получится. Когда силы заканчиваются, текущий забег завершается. За это время нужно успеть заработать как можно больше денег и оплатить появляющиеся счета. Игнорировать их опасно, в итоге можно обанкротиться, и их оплата приносит очки наследия. После банкротства их можно вложить в постоянные улучшения, например, кольца и браслеты, усиливающие руку. Постепенно открываются новые виды копилок. Некоторые пытаются убежать, другие почти не двигаются, а отдельные экземпляры могут принести особенно крупную добычу. Монеты из них выпадают случайным образом, поэтому даже обычная копилка иногда способна неожиданно выдать хороший куш. Также есть древо прокачки. Можно увеличивать силу хвата, повышать выносливость, использовать кофеин, тренироваться в спортзале, усиливать запястье, повышать удачу и открывать специальные способности, вроде каменного дождя или электрического молота. Интересный факт. Игра разошлась тиражом более 100 тысяч копий менее чем за 72 часа после выхода. Изначально авторы собирались выпустить всю игру еще в апреле 2026-го, практически без маркетинга и даже без демо. Игра была попросту не готова. Вместо этого апрельскую сборку превратили в демо-версию. И именно это решение фактически изменило судьбу проекта. Hall is Mine. Айдол приключение, в котором тебе предстоит очищать священный провал, постепенно спускаясь все глубже и открывая новые возможности. Главными помощниками становятся существа Миниохи, которых можно отправлять добывать ресурсы, усиливать снаряжением и комбинировать между собой. Ты копаешь почву из провала, получаешь ресурсы, которые помогут в прокачке и в большем погружении в недра. Чем дальше удается продвинуться, тем больше ресурсов и новых механик становится доступно. Миниохов можно настраивать с помощью экипировки. В игре заявлено более 500 сочетаний снаряжения, поэтому проведешь время в поиске эффективных комбинаций. Разные сборки позволяют усиливать добычу и быстрее продвигаться вглубь провала. Помимо непосредственного спуска под землю, ты еще занимаешься восстановлением деревни. Всего предусмотрено более 300 улучшений, около 40 глубин, где каждый содержит собственные опасности и тайны. Показатели постепенно растут, производство налаживается, а новые улучшения позволяют проходить ранее сложные участки пошустрее. Интересный факт. Вся игра была сделана удивительно быстро. В релизном посте команда, которая состоит из 3 человек, рассказала про интенсивные 7 месяцев. За это время проект вырос до примерно 4-5 часов основного прохождения. Визуал создан вручную художником Альваро, а ИИ использовали при отладке сложных багов. Cast and Chill. Расслабляющий симулятор рыбалки с айдол-элементами, рассчитанный как на активную игру, так и на спокойное фоновое прохождение. Тебе предстоит путешествовать вместе с верным пёселем по озерам, рекам и морским локациям.
ловить рыбу, продавать улов и постепенно улучшать свое снаряжение. В игре доступно 16 рыболовных мест. Каждая локация предлагает собственные виды рыбы и условия ловли, поэтому по мере прогресса приходится путешествовать и открывать новые территории. Всего можно собрать коллекцию из более чем 50 обычных, редких и 16 легендарных рыб. В игре два основных подхода к игровому процессу. В активном режиме игрок самостоятельно забрасывает удочку и управляет вываживанием рыбы. В пассивном режиме процесс может идти практически без твоего участия. Игру можно оставить работать в фоновом режиме, а позднее вернуться и посмотреть, что поймал. Также присутствует совместный локальный режим. Два игрока могут рыбачить вместе или устраивать небольшое соревнование за лучший улов. Интересный факт. Проект задумывали как игровую медитацию. Игроку вовсе не обязательно постоянно что-то делать. Можно активно ловить рыбу, а можно включить пассивный режим и просто оставить озеро жить на втором мониторе. Источник вдохновения – реалити-шоу в одиночку, где участников оставляют выживать в канадской или аляскинской глуши. Captain Whiskers – Incremental Seas. Расслабляющая инкрементальная игра о рыбалке, рассчитанная на короткие сессии и постепенный постоянный прогресс. Отправляйся в плавание вместе с командой лодки Капитан Котов, лови морскую живность, получай ресурсы и усиливай персонажа между заходами. Основной игровой процесс максимально простой. Достаточно наводить курсор на косяки рыб, после чего ловля происходит автоматически. Благодаря этому игра подходит для спокойного прохождения и не требует сложного управления. В море можно встретить около 20 видов рыб и других морских существ. Каждый пойманный экземпляр автоматически превращается в золото и алмазы. Эти ресурсы используются для постоянных улучшений, благодаря которым следующее плавание становится заметно эффективнее. В древе талантов доступно более 170 улучшений, связанных с различными направлениями развития. Можно развивать 4 типа сил и 20 отдельных навыков. По мере прохождения можно открыть 10 капитанов, найти сокровища и встретить легендарного бездонного левиафана. Интересный факт. В игре имеется 98 достижений Steam. Также разработчики сообщили, что при создании части графических материалов использовались инструменты генеративного ИИ, после чего изображения дополнительно дорабатывались художниками. Клавиатура для прохождения не нужна. Кликать по целям тоже не требуется, достаточно водить курсором по косякам рыб. Ну что, вернемся к розыгрышу и как раз поможете затестить. Я с помощью рандомайзера на сайте «Во что поиграть» определю победителя, который получит ключ от игры при соблюдении всего двух условий. Нужно быть подписанным там, где смотришь, и написать комментарий с кодовым словом IDLE. Участвовать можно с любой платформы из этих: ВК, Рутуб, Ютуб и Дзен. Но учти, что дублирующие логины пройдут как один. Всем пожелаю удачи. Подписывайтесь на канал, кто не подписан, ставьте лайки, пишите комментарии, а главное, берегите себя и берегите свое здоровье. С вами была Настена, всем пока-пока.